Домработнице по имени Кристин было около 30 лет. Она жила и работала в большом доме на окраине Сиэтла уже несколько месяцев, но только в то утро хозяин впервые увидел ее по-настоящему. В строгой форме и с убранными в пучок каштановыми волосами она обычно казалась незаметной, почти растворенной в быту. Однако за кухонным столом, в желтых резиновых перчатках и с легкой улыбкой, она выглядела совсем иначе, живой, уверенной и спокойной. Хозяином дома был 42-летний предприниматель Дэниел Харпер, человек, привыкший управлять компаниями и цифрами, но почти утративший связь с собственным домом. После гибели жены и аварии, навсегда изменившей жизнь его детей, он все чаще задерживался на работе, превращая дом в место тишины и ухода, а не тепла. Его близнецы, Лиам и Эмма, передвигались в инвалидных колясках, и он до конца не осознавал, сколько маленьких побед происходило без его участия. Музыка изменила все. Именно Кристин принесла в дом инструменты, начала заниматься с детьми терпеливо и без давления. За несколько месяцев Лиам научился воспроизводить мелодии на аккордеоне, а Эмма уверенно держала ритм и аккорды на гитаре. Эти занятия стали для них не просто увлечением, а способом вернуть радость, веру в себя и ощущение будущего. Дэниел увидел, как дети раскрываются, как в доме снова появляется смех и движение, как Кристин незаметно берет на себя роль не только помощницы, но и наставника. Он узнал, что она часто оставалась допоздна, приходила в выходные и вкладывала в детей больше, чем требовала ее работа. Постепенно стало ясно, что она действовала не из долга, а из внутренней потребности заботиться. В течение одного дня Дэниел впервые за долгое время отменил все дела и остался дома. Он наблюдал за занятиями, физиотерапией, совместными обедами и понял, насколько много упустил. Дом, который он когда-то считал символом успеха, оказался пустым без его участия, а настоящая ценность все это время была рядом. Кристин стала частью семьи не по контракту, а по смыслу. Для детей — человеком, который верил в них без оговорок. Для Дэниела — тихим напоминанием о том, что утрату невозможно компенсировать деньгами или работой, но можно пережить, если снова научиться быть рядом. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.